После окончания института угораздило меня влюбиться, да так, что ни спать, ни дышать без нее не мог, и она меня тоже очень полюбила. Только вот загвоздка была в том, что любимая моя была уже замужем. И не просто замужем, а за чиновником очень крупного масштаба. А он к тому же еще человеком был злобным и мстительным. И решили мы с моей любимой сбежать из города куда-нибудь подальше. В чем были, как говорится, в том и уехали, куда глаза глядят. И привела нас дорога в эти самые глухие, таежные места. Я устроился на работу на место пропавшего в тайге егеря. Загадочное, кстати, дело было, до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Поселились мы в домике того самого бывшего егеря в тайге, в пару километрах от деревни. Переезд в такую глушь был для нас осознанным шагом. Стали обживаться и наслаждаться жизнью друг с другом. Постепенно с местными жителями отношения наладились, перестали нас считать чужаками. Я хоть был и необщительным, но работу свою знал хорошо и ее выполнял добросовестно. Спуску я никому не давал, все деревенские понимали, что в тайге должен быть порядок и поддерживали меня в моем нелегком деле. Приходилось и с браконьерами сталкиваться, и чересчур наглым представителям власти отпор давать, а то они считают, что им все в этом мире дозволено. Так прошло почти 2 года с тех пор, как мы сбежали из города. В один из дней принес я в нашу избушку раненого волчонка и поручил жене его лечить и выхаживать. Мать волчонка убили браконьеры, и без людской помощи он бы погиб. Людмила моя заменила малышу мать, вытащила его буквально с того света. На ноги поставила, выкормила из бутылки с соской, ночами не спала, сидела рядом с ним. Волк вырос, окреп и ушел в тайгу. И вот примерно через год после этого пошел я на обход по большому кругу, а это значит на 3-4 дня. Людмила на хозяйстве осталась, ей уж было не впервой. И как раз в это самое время ее бывший муж в избушку нагрянул. Оказалось, что с тех самых пор, как мы уехали, он искал нас. Не было ни дня, чтобы он не думал о мести. 3 года у него ушло на то, чтобы вычислить, где мы сейчас живем. Ведь даже своим родителям мы не сообщали о себе ничего. Наверное, он долго за нами наблюдал и ждал подходящего момента. И дождался, когда я наконец-то ушел из дома. От сильного удара тупым предметом по голове Люда потеряла сознание. Когда пришла в себя, был уже поздний вечер. Лежала она в тайге, а в каком месте, понять не могла, вокруг темень. Скорее всего, где-то далеко от нашей избушки. Руки и ноги были сильно связаны за спиной, рот заткнут какой-то тряпкой, да так, что ни крикнуть, ни пошевелиться не было никакой возможности. В таком состоянии человек вряд ли долго протянет, да еще и в тайге. Дикие животные быстро сделают свое дело, и концов никаких не найдешь. На то, видимо, у подонка и был расчет. Так что это была верная смерть. Руки и ноги затекли, тело деревянное. Вдруг сквозь остатки сознания Люда почувствовала горячее дыхание. Кто-то явно ее обнюхивал. Она с трудом повернула голову и увидела во тьме горящие глаза. Это волк, сомнений не было. Ну вот и все, пронеслось у нее в голове. Но тут произошло нечто невероятное. Волк совсем не пытался ее убить, а совсем наоборот. Он стал грызть веревки на ее запястьях. Люда сперва не могла поверить в происходящее, но потом вспомнила волчонка, которому она когда-то заменила маму. Вот кто пришел к ней на помощь в трудную минуту. Он не успокоился до тех пор, пока окончательно не перегрыз веревку. Когда Люда наконец-то освободилась, волк подошел к ней так близко, что она смогла его обнять и заплакала, уткнувшись лицом в его густую шерсть. Убедившись, что с ней все в порядке, волк опять скрылся в тайге, но теперь уже навсегда. Когда рассвело, Люда смогла добраться до избушки, а потом и до деревни. Там она все рассказала участковому, завели уголовное дело, но его пришлось закрыть. Вскоре охотники нашли растерзанное тело злодея в тайге. Заключение следствия было таким: мужчину загрыз волк. После смерти негодяя, Люда официально стала вдовой, и мы наконец-то смогли с ней оформить наши отношения. Вот только возвращаться в город к людям больше не захотели. Купили дом в деревне, я продолжал работать в тайге, а жена моя родила мне 3 сыновей. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.